Это просто жесть. Привет, ребят, я Штукенция из Израиля. Сегодня я вам расскажу про очень странные вещи, которые вы заметите, если приедете в Израиль. Во-первых, смотрите, где я сижу. Я сижу в сосновом лесу. Я представить не могла, что в Израиле есть такая природа, что в Израиле есть снег, что-то еще, кроме кактусов и пустыни. Но больше всего меня удивило то, что в Израиле зимой холодно. То есть ты ходишь в зимней шапке, в зимней куртке, в теплых шерстяных бабушкиных связанных носках. Это настолько сложно себе представить, но по факту в большинстве регионов Израиля это реально так. Здесь люди работают по воскресеньям. Представляете? То есть это начало недели, это как у нас понедельник, потому что здесь есть такое понятие, как шаббат. Шаббат — это с вечера на пятницу до вечера в субботу, и получается шаббат как бы это суббота, это праздник, никто не работает, но еще и в пятницу тоже часто люди либо не работают, либо у них короткий день или что-то такое, но на самом деле даже чаще в пятницу люди работают, просто у них короткий день, и получается, что рабочая неделя шестидневная, что ли? Но вообще все, что касается шаббата, это очень здесь удивительно. Не работает транспорт в шаббат часто. Есть столько специальных приспособлений шаббатных, вот как бы специальных религиозных, это просто офигеть можно. Всякие специальные подогревательные элементы, куда люди ставят еду заранее приготовленную, чтобы в шаббат не включать плиту. Потому что нельзя работать, и значит нельзя включать плиту тоже. Есть специальный лифт шаббатный, то есть лифт, который сам ездит по определенному расписанию, чтобы человек, если он религиозный, он не нажимал кнопочку лифта, потому что нельзя. Есть специальные... В общем, чего только нет. Знаете, есть специальные термосы, какие-то чайники специальные, огромные, которые сами нагреваются. Есть всякие таймеры, которые электричество там включают, перевыключают, чтобы, например, ты же нельзя в шаббат включить свет в туалете. И люди, чтобы им не ходить в туалет в темноте, либо заранее оставляют на шаббат свет, либо у них есть вот такие специальные таймеры, и это все тоже куча таких специальных приспособлений. Обычно, когда смотришь какие-то фотографии или видео из Израиля, то ты видишь часто людей в форме и с оружием. И женщин, и девушек, и даже на пляже, и все это так странно выглядит. И правда, так и есть. Здесь в Израиле по улицам можно встретить, просто идет человек наперевес с автоматом, или может девушка быть в купальнике и с оружием, потому что у них здесь все служат в армии, и мужчины, и женщины, и людям, даже если они уезжают куда-то там на выходные, им нельзя бросать оружие, нужно всегда следить за ним. То есть ты просто где угодно можешь встретить человека вооруженного, либо в форме, либо даже без формы, в каких-то шлепанцах. Поначалу это немного шокирует, но на самом деле довольно быстро привыкаешь и уже даже перестаешь обращать на это внимание, что тоже довольно-таки удивительно. Интересная вещь, в Израиле очень много букшеринга. Люди здесь любят почитать, и на остановках бывают букшеринги, бывают рядом с магазинами, бывают просто в парке. Ты идешь, там какие-то тренажеры или площадка игровая, и рядом стоит огромный шкаф, наполненный книгами. Это очень здорово, потому что буквально везде, где ты только будешь ходить, гулять, бывать, ты встретишь книги, тебе не будет скучно, ты можешь почитать книгу в одном букшеринге, пока идешь куда-то или едешь, оставить ее в другом букшеринге или взять домой почитать, потом вынести. В общем, супер удобная вещь, и здорово, что здесь реально букшерингов очень много. А еще интересно, что в Израиле люди очень демократично одеваются. То есть мало того, что ты можешь встретить и в магазине, и в торговых центрах, в транспорте, где угодно людей в шлепанцах, в каких-то шортах, в супер маленьких маечках, не парятся, могут пойти в шлепанцах даже на официальное мероприятие. Понятно, что в каких-то местах типа банк, там, где есть определенный дресс-код, то сотрудники его придерживаются. Ну вот так в обычной жизни, даже в торговом
центре легко можно встретить человека очень свободно одетого, в каких-то шлепках, в городе в большом, даже если это не побережье и далеко от моря. И еще интересно, что в Израиле можно достаточно часто встретить людей, которые ходят босиком. Я не знаю, почему здесь такая субкультура очень популярна, но мы довольно-таки часто встречаем босоногих людей. Они просто чапают по улицам, у них такие пяточки уже грязненькие, пыльные, и они такие та-та-та-та, и куда-то идут, и девушки, и парни ходят по улицам и в маленьких, и в крупных городах. Если вы знаете, что это за субкультура такая босоногая, в чем прикол, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно же, удивительный язык. В Израиле говорят на иврите, и этот язык пишется и читается наоборот. С другой стороны, не как русский. Поэтому, когда ты берешь книгу, тебе нужно открывать ее с последней страницы, что совершенно непривычно. Или документы ты открываешь, они с другой стороны, все перевернуто. В итоге, даже когда ты заходишь на местные сайты или приложения, у тебя все сдвинуто в другую сторону, нумерация идет по-другому. В общем, это настолько сложно себе представить, что когда ты только приезжаешь в Израиль, кажется, что ты попал на другую планету. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вас больше всего удивляет в Израиле, что здесь самое странное. Еще увидимся. Пока!